Посмотри, это Паша. Но это не так интересно, ведь рядом с ним Xiaomi. И он складывается и раскладывается, складывается и вновь раскладывается. Тебя это удивило? Нет? Кажется, этого мало. Давайте я вас познакомлю. Ну что я могу вам сказать спустя первые сутки? Вопреки всем моим негативным ожиданиям, вынужден признать, что это один из самых удобных складных смартфонов, которые я когда-либо держал. Видите, у меня сейчас горят глаза. Так вот, этого не было ни в момент презентации, ни в момент заказа, ни в первые несколько часов использования Fold 3. Но время все расставило на свои места. Народ, всем теплый привет и горячее здравствуйте. Неделю назад, 14 августа, Lay со своей командой красивых и местами элегантных ребят показали новый складной Fold. Ценник объявили от 1300 до 1600 долларов, и имя ему дали Mix Fold 3. 3! То есть до этого был еще 2 и 1. Они были вам интересны? Вот и мне не особо. И третий тоже должен был пройти вообще мимо меня, если бы не Василий, который еще за пару дней до презентации сказал: Павел, у меня в загашнике есть заклинание, а я напоминаю, он волшебник. Так вот, у меня есть заклинание, и я могу привести вам Fold еще до старта продаж. Ну что ж, он свое слово сдержал, а я с удовольствием хочу его за это отблагодарить, напомнив вам, что такие заклинания магические он может использовать не только для меня, но и для всех желающих. Ссылку на его телеграм-канал оставил в описании. Что, он опять чудил? Я не успел заснять. Ну, что это такое? Он решил не открыть цветочек. Бум! Ты видела? Все падает. Все, заглючил? Первые минуты после включения я испытывал безумно смешанные эмоции. Первую из которых подарил мне даже не сам форм-фактор, а материал задней крышки. У него вообще есть несколько версий. Самая распиаренная — это керамика с церамидным волокном. Ударопрочный, прочнее стекла в 36 раз. Круто, базару нет. У меня же версия попроще, имя ей лунное стекло. Как только я взял его в руки, первое, что подумал: да это же пластик, причем не самого лучшего качества. Я походил пару часов и так его подержал, и так с ним полежал, и в таком положении поспал, и почувствовал, и полизал, и постучал. В общем, никаких сомнений у меня в голове даже не могло возникнуть. А потом я нахожу инфу, а это, представляешь, специальное стекло с обработкой под текстуру кожи. Стекло специальное под кожу. Мой мозг просто вытек от перегрева. Я даже зная это, держу его, но все равно в мозг подается сигнал: дерево, пластик, кожа, мудак, пластик. Ну, по ощущениям, вот самый что ни на есть. Они старались, я не заценил. Ну, зато честно. Вообще, они же все заранее продумали, и смартфон в целом не должен был ко мне попасть. Вы же в курсе? Их отменили для глобального рынка. Fold 3, впрочем, как и все предыдущие фолда, остается эксклюзивом только и исключительно для китайского рынка. Ну, не будем скрывать, мы с вами этого вообще не ожидали. И сейчас находимся в дичайшей растерянности. И именно поэтому, держу в курсе, в китайской версии есть 7-й бенд и поддерживается Google сервисы. Я в 2 клика поставил Play Market, накатил Chrome и все свои прилаги. Вошел в аккаунт и подключил синхронизацию, ну, в общем, никаких проблем. Да, и язык изначально выбор не совсем большой. У нас есть китайский и английский. Но, как я уже и говорил, мы с вами и со всем комьюнити этого совершенно не ожидали. Поэтому по чистой случайности нашли способ или создали его, чтобы 100% локализовать систему. Причем с выбором, с возможностью выбора там русского языка прямо в настройках самого смартфона. Нужно разве что разблокировать загрузчик с ожиданием в 7 дней. И нет, это не море локаль. Единственное, нельзя ни обновлять, ни сбрасывать, иначе слетит и придется ставить заново. Но после разблокировки загрузчика это вопрос, нескольких минут. А поставить можно даже удаленно. Так что, товарищи, очки, которые у многих сжались, можно разжимать. Живем. Прижала обоих. Мия, дырочку прикрой, пожалуйста, но слишком светишь. Понятно, что это смартфон складной, и, наверное, все внимание к нему должен притягивать именно вот основной дисплей. Ну, мое притянул вспомогательный. Мое бракованное сознание первым делом удивилось именно с него. А все потому, что я увидел в нем тех самых родненьких корейцев от Sony. Практически рубленый прямоугольник с вытянутым соотношением сторон 21 к 9. Лично мне большего и не надо. Уже хрен с ним с основным. Это
Это безумно удобно. Хотя небольшое, совсем небольшое закругление у этого дисплея и есть, но оно практически неощущаемо. Вообще оба дисплея в принципе хороши. Основной AMOLED E6 8.03 дюйма с 2К разрешением и частотой 120 Гц. Дополнительный чуть проще, но тоже AMOLED, приятный 6.56 дюйма и разрешение чуть поменьше, но те же 120 Гц на месте. Оба сочных, оба ярких, вопросов нет. Что подметил? В целом у меня уже было достаточно много складных устройств, поэтому здесь, как только я начал им пользоваться, я подметил, что мой пальчик, уж слишком хорошо скользит по основному экрану. Он чувствуется более твердым, чем все прошлые, что у меня были. И потом я понял, что он и он, и они тоже меня не подвели. Я уже потом узнал, они покрыли его неким ультратонким стеклом. Говорят, так прочнее. Но правда ли это? Черт его знает. Ронять мобилу за почти 12 тысяч юаней пока желания нет. Ну и второе, это изгиб. Он, конечно, есть, куда же без него, но по сравнению с тем же Oppo Find N2, Honor Magic VS или тем же Tecno Phantom V Fold, прям видно, что чтобы его увидеть, угла надо дать сильно так побольше. И в целом этого угла хватает, чтобы вообще не замечать изгиб в повседневном использовании. А еще представьте себе, AOT в китайской версии MIUI, как оказалось, имеет выбор. Можно 10 секунд, а можно и всегда. Оказывается, так можно. И даже не нужно лезть в режим разработчика. Вот это чудо. Кстати, на удивление, сегодня шарудил на работу где-то в 9:30 утра. Солнце было просто, как будто оно пришло и прикатило поближе к земле посмотреть на мой фолд. Выжигало все и вся. Но при этом, что один, господи, что ты не горишь, что один, что второй дисплей максимально читаемый. Хотя мне говорили обратное. А после небольшой рекламы я расскажу вам о ряде проблем и главной особенности этой, казалось бы, не имеющей недостатков булочки. Хотя ей больше подойдет бутерброд. Ты из Беларуси? Если да, отвлекись буквально на пару секунд. Вдруг будет полезно. Ти чув, що до нас у Білорусь приїхав Honor 90. Так ось купляць яго ці не, это цалкам твой выбор. Але калі збіраешся рабіць гэта, дык рабі з выгадай. У крамах «Пятый элемент» з 25 жніўня ўжо можна будзе купіць 90-ку, але разам з ім у пакунку ты знойдзеш яшчэ і два падарункі. Вось такія навушнікі Honor Choice AirBuds X5 і партатыўную калонку Honor Choice. Дарэчы, калонка з навушнікамі агульным коштам 238 бін. Ну, нядрэнна. Падарункі не залежаць ад выбару памяці. Тут на любы густ. Што 8256 гигабайт, што 12512 гигабайт. Сумневаў быць не павінна, як і... Ён з гэтым не згоден. Сумневаў быць не павінна, як і ў наяўнасці гол-сервісаў у апаратах Honor. Яны ўжо даўно у іх ёсць. Што яшчэ ёсць? Адметная камера, выдатны экран, прывабны дызайн. Падарункі пры пакупцы можна атрымаць толькі з 25 жніўня і да 10 верасня уключна. Табе вырашаць. Спасылачку пакіну ў апісанні. Спадзяюся, гэта камусьці будзе карысна. Ад душы. Когда прилетели первые изображения и рендеры Fold 3, он мне тут же в первые секунды напомнил Realme 8 Pro. Вы должны помнить такой. Вчера как раз встретился с другом, у которого 8, посмотрел вживую и точно убедился, что то плита, что это, один в один. Но был второй момент. Его же пиарили как невероятно легкий и невероятно тонкий. И зачастую в такое верить мой софт просто не способен. У меня с рождения вот такой драйвер не поставили. Я все такие вещи ставлю под сомнение. Если масса примерно чуть-чуть меньше, буквально пару грамм, с тем же самсунговским Fold 5, на что можно не обращать внимания и закрыть глаза, это вообще, пыль, то с толщиной вынужден признать, это прям вау. В сложном состоянии 10,96 мм. К примеру, Pixel 7 Pro всего на 2 мм меньше, 8,9. А учитывая, что Pixel у меня нон-стоп в чехле, то итого Fold 3 получается такой же, если и не тоньше. Я не могу вам передать, насколько это удивительное ощущение. Я впервые, пользуясь складным устройством, испытал реальное удовольствие. Это касается не только взаимодействия со стандартным набором приложений, но и, казалось бы, обычным долгим разговором по телефону. Вроде форм-фактор полностью другой, а суть ровно та же. Если бы не щель от двух половинок с правой стороны, которая ощущается пальцами, то вообще ломало бы сознание. Ведь это единственное, что его выдает. В разложенном его толщина всего 5,26 мм. И вот это ощущение, как бы я ни пытался, я характеризовать не могу. То, что таких тонких смартфонов в данный момент в природе не бывает, это факт. И к такому привыкнуть или сравнивать это с чем-то просто невозможно, да и не имеет смысла. Наверное, главным фактором и того играет то, что как только ты раскладываешь Fold, вся нагрузка перераспределяется по площади, и он ощущается в разы легче, в разы тоньше и не покидает мысль, что еще вчера я радовался скачанному по икпорту новому клипу 50 Цента, а сейчас держу в руках вот
На самом деле чудо, а порадоваться этому толком не могу. Я в своих ожиданиях бегу вперед паровоза, а ведь на самом деле то, чего они добились, даже в этих несчастных 1-2 миллиметре, это безумно. Прям невероятно безумно проделанная работа. Вам могут очень долго и упорно рассказывать, что шарниры MX-3 выполнены из комбинации стали и керамики. Высокопрочно, конечно же, это важно. Что у него 14 подвижных частей, что 198 компонентов, что там выдерживает 500 тысяч складываний. Но мы все это не проверим и не увидим. А что самое главное, мы не особо понимаем, что нам с этим делать. Во все это мы можем только верить. Единственное, что я могу увидеть и сказать точно, шарнир хорошо фокусируется под разными углами, вплоть до почти закрытого состояния. А этого, на самом деле, не хватает многим складным смартфонам. Хотя есть у него сценарий, когда и того вторая половинка дисплея перевешивает всю конструкцию. И тут лучше на край стола все это чудо не ставить. А то боюсь, ремонтировать все это дело тебе уже никто не будет. То, что тут железо мощное, это факт. Snapdragon 8 Gen 2, разогнанная LV-версия, память одна типа LPDDR5X, вторая UFS 4.0, 2 Surge G1 и P2, отвечающие за эффективное распределение энергии. Все вроде звучит хорошо. Я вот только одного не понял. Хоть и заявляется, что тут многоэлементная система охлаждения с общей площадью около 11 тысяч квадратных миллиметров, я все равно чувствую нагрев в районе модуля уже в первые, вслушайтесь, 10-15 секунд съемки даже Full HD 30 кадров. Просто нажал, моргнул, чихнул, 10 секунд прошло, а модуль уже горячий. Ну ё-моё. Но опять ждем, когда ручки дойдут, да? Доделать уже все, наконец-то. Более интересный вопрос все-таки в автономности. Тут два тонких, разделенных на две части аккумулятора. Ну, два аккумулятора. Общей емкостью 4800 мАч. И кажется, для двух таких экранов, вот, это тьфу. Хотя здесь же два экрана, это тьфу-тьфу. Но тут, кроме основного чипсета, есть тот самый специальный чип, о котором я говорил. И одной из его главных задач является и есть оптимизировать расход аккумулятора. Ну а что он там наоптимизировал, сейчас посмотрим. Ну что, давайте попробуем хоть чуть-чуть глянуть, циферки, какие он может нам дать. Хотя я не знаю, как правильно смотреть на автономность именно складного устройства. 100% надо еще симочку доставить и будем начинать. Ну и время 2:22. Гуси-лебеди, поехали. Ну вот теперь точно поехали. Что, за плечами больше, чем полдня? Все хорошо, все приятно, все красиво. Пошел смотреть время экрана. Здесь, кстати, отдельный режим. Может быть, я уже пропустил, в MIUI он давно появился. Вот, screen time. И сразу думаю, 2 минуты. Нет, все нормально. Началась новая неделя, понедельник, время 12:07. И тут мы можем увидеть за вчерашний день. Ну-ка, давай я открою. Так вот. Вот так лучше видно. Да. О, 4 часа 12 минут. Ну что, с этим всем делом идем спать. Так, доброе утро. 9... Ух ты, занесло в подъезде. 9:22. Хорошая 8-часовая ночь. 41 было 45, значит минус 4 за ночь. Ну что, под самый конец рабочего дня мы наблюдаем, что у нас почти 5 часов, 4%. Я думаю, что самое время, а то сядет и мы не посмотрим. Идем в наши любимые вот эти вот screen time. Неплохая, классная функция. Почему везде не добавить? А то цифровое благополучие уже поднадоело. 2 часа 39 минут. Вчера было 4:10, сегодня 2:40. Ну почти 7 часов. Почти 7 часов он мне дал. О, ты мой хороший. Значит, основным дисплеем в лучшем случае я пользовался, процентов 15 времени. Это чтобы вы понимали, на чем строился расход. Но я явно увидел большую разницу вот в скорости ухода на глазах процентов, когда смотришь ютубчик. На большом, основном и на вспомогательном. Разница есть и очень сильная. При этом, считаем, стояла симка, стояли все мои необходимые прилаги с подключенными уведомлениями и работой в фоне, постоянно был включен Wi-Fi, передача данных и GPS. На обоих экранах стояли принудительные 120 Гц при постоянной яркости 95%. И как бы я не хотел сказать иначе, но кажется, автономность сделать приемлемой для такого аппарата у них пока получилось. А дальше уже либо оптимизируют в лучшую сторону, либо в худшую. Это же MIUI, тут чисто как гадание на кофейной гуще. Посмотрим. Слушайте, ну у него уже 2 фронталки. 2. Давайте посмотрим, есть ли какая-то разница. Ну, Вот что касается камеры, тут, учитывая, что аппарат мне понравился, без боли не скажешь. Тут знаете, как в этом меме, где сердечко стоит такое? Моя остановочка. Тут стоит 4 модуля, основной из которых Sony IMX800. Да, OptStab, да, не самый маленький размер сенсора, интересный, но, как по мне, довольно спорный модуль. И вот в средний бюджет поставят в тот же Honor 70, то в самый простой вариант 13 серии, в общем, не суть. Хрен с ним. Давайте посмотрим на главное. Главный у нас итог. А итог таков, что хорошими на данный момент его фотовозможности на основной модуль я назвать не могу. Если не брать в расчет цвета, которые он почему-то держит ровно в двух положениях, либо убивает напрочь, либо красит так, что выколет глаз, то самой главной его проблемой является именно и никто иначе, как шум. Шумов
много, и они везде и почти в любых условиях. К резкости, кстати, тоже есть вопросы. Мой любимый пример — это два фото. Одно на перископический модуль с кропом X5. Другое на основной. Условия, свет, все одинаковое. Конечно, разница быть должна, да, но не настолько же. И так почти за какую фотку не возьмись. При этом такое ощущение, что они вылили довольно сыроватый HDR, потому что несмотря на OptStab и его активацию, HDR, словить даже маломальски лениво движущегося или зевающего кота практически невозможно. Хотя, казалось бы, это давно уже не проблема для нынешних отточенных алгоритмов обработки и объединения снимков. Конечно, если брать прямой дневной свет, вопросов нет, но об этом даже начинать говорить глупо, это могут и практикуют все. Спасибо, хоть во время съемки на сверхширик могу переключаться между модулями, хоть это нам в 23 году доступно. Это не может не радовать, хотя сам сверхширик откровенно не радует. По факту самыми интересными модулями мне показались телевик с кратностью зума 3.2 и перископический с увеличением в 5 раз. Вот прям на удивление оба дают очень приличный результат. Пример с носками я вам уже показывал. Вы и сами все видели. Я, наверное, не прав, что в последнее время довольно часто говорю, ребятам нужно время. Подпилить, оптимизировать, вылезать. Конечно, хочется получать готовый продукт, особенно за такие деньги. И это правда. Но, к сожалению, в данный момент это так. Они, конечно, постараются, конечно, сделают ряд обновлений, оптимизаций, но здесь и сейчас я откровенно могу сказать, это не высший уровень. Пока это стыдно. Кстати, все, что нафоткал в оригинале, залил на диск. Берите, скачивайте, пользуйтесь. Мне не жалко. Главное, не забывайте. Руки, свет и размер матрицы. Вот они. Первые 3 главных ключа к успеху. Остальное решает Photoshop. Я встретил его с большим негативом, но мне понадобилось всего лишь 2 дня, чтобы потихонечку начать к нему привыкать и даже получать какое-то удовольствие. Я не фанат бренда Xiaomi, и вы это прекрасно знаете. Когда-то был, но наши интересы слишком сильно разошлись. Не суть. Так вот, несмотря на это, я готов взять на себя всю ответственность и заявить, что это первая раскладушка, в которой я увидел смысл, которую нашел удобной и у которой даже есть будущее. Чем дальше мы идем, тем они становятся все менее и менее компромиссными. Помните первые варианты? Это был ужас. А что сейчас? А сейчас у нас даже есть выбор. Да, они дорогие. Все без исключения. И это смартфон не для всех и каждого, и это нужно понимать. И еще не пришло время. А если говорить конкретно про Fold 3, тут при такой цене камера, боль. Тут я недоволен безумно. А давать гарантий никаких не могу и не буду. И нагрев. Какого черта он нагревается при съемке видео по щелчку пальца? Тоже большой вопрос. Вот решат эти 2 проблемы. И у меня не будет к нему вопросов от слова совсем. Всего лишь 2. И я был бы очень рад это когда-нибудь увидеть. Ведь аппарат сам по себе мне понравился. Но это лишь мое мнение и моя история. Ты, главное, никого не слушай. Ни меня, ни еще кого-то на этой платформе. Главное, прислушивайся. А мнение у тебя должно быть одно. Свое. Бонус. Как Xiaomi Mix Fold 3 раскрывает мою тупость. Раз-два. Мы с ним 15 минут. Только настроили. Здесь сканер отпечатка. Все, он умер. Все, он не работает. Персик, да, он не работает. Может, сжать надо? Блядь. Сука.